Здравствуйте! Сегодня продолжаем серию о наждаке. И сегодня пойдет речь, как работать на чашечном круге. А именно на чашечном круге мы будем сегодня затачивать ножик. И вот что она из себя представляет чашка. Вот она имеет форму, так и назвали ее чашкой, как форму тарелки. Вот здесь ее торец находится, здесь вот плоскость рабочая. То есть вот здесь вот работать нельзя на чашечном круге, потому что он, иначе будет вот здесь вот будет камень уменьшаться, и в конечном результате стенка вот эта вот истончается, и может быть разлет чашки. Поэтому работают вот здесь вот на этой плоскости, лицевой, только вот здесь. Опять же, на крае, на чашке не работают, на самом крае. Потому что краешек все равно, вот здесь вот если работать, может какой-то скол быть, все равно на ней будет скол. То есть скол будет, и он может зацепить вот вашу деталь. То есть и произойдет просто такой удар, и выбоина в чашке будет. То есть работать только вот на плоскости. Ну именно вот где-нибудь чуть-чуть от края отступаете, вот допустим там полсантиметра, и вот на этих плоскостях, вот именно вот здесь, и не здесь тоже, и не здесь, а вот она плоскость, вот здесь вот работаете. Ну и прежде чем приступить, когда уже поставили, чашка отбалансирована, ну немножко биение, конечно, в ней есть. Подправить ее алмазным карандашом нужно. Все это, естественно, фланцы поставили. То есть прокладочки, там из картона, из бумажки или из чего-нибудь. Когда затягивали камень, натяжение с камня убрать, чтобы его не расколоть железом. Потому что прокладочка все равно должна быть из материала мягкого. Поставили камень, и все равно нужно алмазным карандашиком ее немножко подправить. То есть тут и тут. Чуть-чуть подправили, прокрутили, и потом уже приступаете к работе. Ну и вот сейчас на примере этого ножа мы начнем. Я кожух защитный специально не стал одевать, чтобы вам было видно это все. Потому что в защитном кожухе ничего видно не будет. Поэтому я одел очки. Поэтому если будете работать, кожух обязательно. Первым делом поставили, если новую чашку, пусть она немножко поработает. То есть на камне включили. Пусть она минут 5, а то и 10 просто поработает в холостую. Посмотреть, как она себя будет вести. И потом уже после этой процедуры начинаете уже на ней работать. Обязательно холостой ход должен быть. Это техника безопасности. Когда начнете точить режущую кромку, то спуски на ноже, ну да, не спуски, а вот заточка, она будет вот такая вот клиновидная. То есть никаких вот таких вот вогнутой линзы не будет. Это если будете точить на торце обычного наждачного камня, то все равно предполагает вот эту вот линзу. Здесь будет прямой клин. И как же это делать? Берете, вот она ось, то есть вот середина чашки получается. Опускаете вот сюда примерно вниз. Ну вам удобнее здесь будет работать. И начинаете работать, вот держите примерно на серединке. Не здесь, как я уже сказал, ну естественно не здесь, здесь будет удар. Там все подлетит. Чашка вращается на вас. Делаем примерно уголок, смотрим. Это обязательно. Тут видно все, какой угол. Ну, естественно, полностью вот так вот плоскость вы не будете делать. Вторая сторона, она не работает. Только на одной. Значит, вы вот такую вот диагональ делаете. И вот таким вот образом начинаете работать. То есть наждак должен быть повыше. Если ножик длинный, то, естественно, вы начнете точить, если у вас носик ножа, ну, у меня прямой, но если у вас загнутый, то процедура будет вот такая, по диагонали, немножко, то есть вот так выносите. Потом переходите на вторую сторону, та же самая диагональ, только уже с другой стороны. Вот такая вот процедура. Чашка 80-е зерно. Зернистость, мелкозернистая, специально для заточки. Ну и начнем. А сейчас мы включим, немножко ее все равно зернышки поправим, чуть-чуть ее, немножко вот здесь вот тоже поправим, и потом начнем точить. Ну давайте включаем.
Все, дело пошло. Алмазный карандашик, легонечко. Скрываем зернышки, поправляем. Немножечко вот здесь. Чуть-чуть можно. Все. Теперь более-менее. И начинаем работать. Берем ножик, смотрим, какой нам угол заточки нужен. Ну, градусов 30 примерно. Обмакиваем в воду обязательно. Вода нужна, чтобы металл не перегреть. Потому что может цвет какой-нибудь побежалости на ноже быть. А это значит, уже вы перегрели кромку. И она, произошел отпуск стали, и она в этом месте где-нибудь может стать мягкой. И будет быстро втупиться. И начинаем. Ставим ножик под небольшой диагональю. Ставим уголок, который нам надо. И начинаем точить. Ведем по всей кромочке. Смотрим заусенчик. Вот. И будем точить до тех пор, пока не будет образовываться заусенец. Как только образуется заусенец, вот по всей вот посмотрели, то на одном месте посмотрите, а он здесь, допустим, образовался, а вот здесь нет. То перейдете на другую сторону, и заточка будет уже волнообразная. Быстро будет крепиться мочи. И ставим угол и начинаем. Провели. Этой рукой держите плотно, этой рукой только направляете. Этой вот, значит, как тиски, а вот этой вот придерживайте. По искре смотрите. Если искра дрыгается, то есть в разные стороны, то сюда, значит вы держите его неравномерно. Искра должна быть четко на одном месте. Тогда вы четко попадаете в то место. Вот, если вы попадаете вот сюда, вот, смотрите. Если вы попадаете вот в это место, значит искра должна быть вот на этом месте. Если она сюда вильнула. Плохой контакт с чашкой происходит. В этом месте не точится. То есть вы меняете место туда-сюда. Смотрим по искре. И попасть в кончик обязательно. Видите? Все, я попал. Смотрим заусенчик. Вот. Заусенчик образовался. Вот здесь вот больше, а вот здесь вот меньше. Немножко можно вот эту сторону. Мы еще разок пройдем. Все, хорош. Давайте посмотрим, что мы точили. Ну вот мы наточили. Вот, смотрите, вот он, подводик. Перейдем на другую сторону. Как теперь же другую сторону? Ну давайте выключим станок, потом включим. Диск вращается на меня, как же мне вторую сторону точить? Обязательно чашка, вот когда точите, должна работать на кромку. То есть она должна сюда быть. Тогда заточка более хорошая получается, более правильная. Если я переверну сейчас вот так, но мне же надо вторую сторону, правильно, заусенец здесь, я переверну, то все равно заточка будет немножко другая. У нас будет заусенец, у нас образовывался, то есть он загибался сюда. Если мы сейчас перейдем вот так, то вот сейчас мы его и уберем. А если мы перейдем вот так, то это нежелательно. Понимаете? То есть нам сейчас нужно работать вот таким вот образом, на второй стороне. Теперь мы берем станочек свой, немножко разворачиваем, чтобы нам удобнее было. Уголок нам надо видеть. И вот мы его будем видеть.
Вот, я его отсюда вижу, угол. Даже можно не разворачивать. Вот так вот. Это я, чтобы вам на камеру. И будем точить вторую сторону. Включаем станок. И начинаем. Ставим угол. Также держим ножик крепко. Сейчас осторожно, рукой, чтобы не задеть. Держите его прочно и начинаем. Ну вот. Давайте посмотрим. Вот она была вторая сторона. Вот смотрите, какой подводик получился. Вот таким вот образом на чашке можно заточить ножик. Потом после чашки можно перейти просто на брусок, подправить кромку, и все будет в порядке. Можно оставить вот в таком вот виде. Ножик очень острый. Но сейчас немножко там как бы вот эта пилочка образовалась после заточки. Резать будет здорово. Хотите, чтобы резал поплавнее, нужно немножко заусенчики убрать более мелким брусочком каким-нибудь. Или более мелкую чашечку поставить. Или другие абразивы. В общем, можно даже довести там войлочным кругом его до бритвенной остроты. Ну вот, спасибо, до свидания. Вот таким методом можно точить на чашке. Подписывайтесь на канал. Серии мы будем продолжать о наждаке.